Ну что, друзья, всем привет! На канале Мото Столбока. Сегодня у нас вот такая осенняя солнечная погодка. Замечательно, красиво. Листва вот тут. Самое время прогуляться где-нибудь. Да, самое время прогуляться по гаражу. Итак, продолжать наш юнкер. Он уже частично собран. Колесо, тут фара. Фара в плохом состоянии. Видно, что отражатель испорчен. ЧЗ на приколе. Старушечка тоже ждет в своей очереди. Но нужно дособирать юнкер. Так, колесо смонтировано. Подшипники крутятся. Все в порядке. Исправил я там, ситуация была нехорошая. Сейчас занимаюсь электропроводкой. Делаю тут кое-какие нововведения по-своему. Никаких реле я ставить не буду. Все это ни к чему. По одной простой причине. Все это будет усложнять конструкцию. И они не нужны здесь. Проще поставить светодиодные лампочки. И светотехнику другую купил. Это вот повороты. Реле пока оставляю родной. Хочу максимально оставить все как по заводу было. Дальше. Что было сделано? Была куплена цепь сальниковая. Установлена 21 звезда впереди. Ловушка цепи новая здесь. Цепь хорошая, качественная. Звезда новая. Вот она. Изготовлена на заказ. Из того же материала, что и делается на современных мотоциклах. Ну, посмотрим, сколько она будет ходить. По одной звезде, одну звезду никто не изготавливает, поэтому была партия звезд. Дальше резина новая, перед-зад. Ну вот, будем сейчас продолжать. Амортизаторы вот такого плана. Я проверял, они действительно накачиваются. Здесь вот внизу меняется жесткость, все работает. То есть это не фейк. Сегодня хочу продолжить с электропроводкой. Здесь небольшие переделки, как уже сказал. Так, генератор пока тоже родной останется, как и кулачковое зажигание. Проблем я с ним не вижу. Но будем устанавливать карбюратор. Вот такой. 32 буду ставить. Из необычного здесь, значит, регулятор холостого хода. Вот такой. Прозрачный поддон не буду ставить, он большего размера. Ну и потом подборка жиклеров. Вот здесь более удобно. Установил уже предварительно необходимые жиклеры, которые из опыта знаю должны подойти. Ну, посмотрим, потому что каждый мотор, каждый карбюратор индивидуален. И все это настраивается под конкретный двигатель, под конкретную погоду, температура окружающего воздуха за бортом, нахождение мотоцикла над уровнем моря и прочего. Да, друзья, все это влияет. Паук здесь у меня уже проточен. Было видео, как я это делал. Вот. Ну, здесь у юнкера совпадает диаметр вот этого бокса и диаметр вот этот. Единственное, синяя вот эта резинка, она мне, конечно, катастрофически не нравится, но мне кажется, все это закроется, потому что у юнкера здесь такие хромированные вставки боковые. Вот. Но места мне здесь не хватает, конкретно ходить негде, поэтому попытаюсь максимально быстро все это сделать. Такие вот колпачки нашел новые. Раз. Ну и там тоже два. Сделаны из СССР. Колпачки очень хорошо сидят. Проблем с ними никаких. Вот. Ну, сейчас будем ставить, заниматься. Так, вот поближе эта звезда. У меня осталось их несколько штук.
одна уже установлена, но поэтому пару звезд у меня еще есть. Да, размечено уже под юнкерские посадочные места. 48 на 520 цепь. Дальше, кто знает, по юнкеру здесь установлен стоп. Стоп ставится в спинку таким образом. И у меня тут немножко приостановилась моя работа. Цвет мотоцикла оригинальный, вот такой у меня. Баки там лежат тоже такого цвета. Ну вот я ее вычистил. Видно, да, что в углах осталось ржавчина, и так, конечно, не хочется ставить. Поэтому есть вот такой пистолет у меня пескоструйный. Мне тут сильно много не пескоструить, поэтому купил вот такой купершлаг, порошок абразивный. И будем вот это все очищать с вами. По возможности поставлю камеру, покажу, как это все будет работать. Потом загрунтую, и в цвет пока красить не буду. Я, наверное, загрунтую и покрашу просто в черный. Потому что здесь ее практически не видно сзади. Вот, и здесь с одной стороны стоп будет стоять, с другой стороны спинка. Вот здесь стоп лежит. И думаю, пока так, потому что мотоцикл цвет мне не сильно нравится. И, скорее всего, баки будут тоже перекрашиваться, но заодно потом сниму и перекрашу еще раз вот эту вот пластинку. В принципе, больше здесь на юнкере ничего не красится, кроме вот этой площадки под стоп и баков, левый и правый. Поэтому так. Ну что, начнем. Пока что-то на улицу мне не хочется выходить, начну, наверное, с карбюратора. Сейчас здесь поставим, прокину проводку. Да, потом еще нужно будет замерить вот этот диаметр. Здесь на 22, но нужно более точно померить, чтобы на токарную сделать втулки. Здесь тормозная тяга идет. Вот. Ладно, продолжать. Так, дальше по поворотам. Вот эти вот повороты, которые я вам показывал, здесь они в коробке. Сюда пока трудно сказать, какие будут ставиться, потому что я хотел вот такие вот крепежка, рамки для кофров. Здесь есть как раз вот под повороты вот такой. И таким вот образом это сюда. Ну и внизу там вот, где крепление глушитель будет ставиться. Ну вот сюда поворота, где моя левая рука. Кофры я, наверное, сразу не буду ставить, а оставлю это дело немножко на потом. Поэтому повороты поставлю старые, подключу их, чтобы все работало. Ну вот такие нюансы, да. Так, смонтировал я карбюратор. Все отлично, тут подошло. В принципе, там я этот переходник ранее подготавливал, было в одном из видео. Ну вот эта вот синенькая, я думаю, она закроется. Поставил генератор. Вот, и сейчас хотел показать вам, как можно настроить контактное зажигание. Контактную группу я осмотрел, над филем приработал, чтобы вся плоскость была на контактах. Вот. И как я это делаю? Вот смотрите, провода это идут на катушке. Сейчас они отключены. Вот этот оранжевый это правый цилиндр, зеленый это левый. Ну здесь вот видно, вот он подходит оранжевый и зеленый на вот на нижний цилиндр. Так, значит, опережение зажигания на конкретно на юнкере по мануалу 2,2 2,6 мм. Есть у меня вот такое ячешка, индикатор часовой. Как вам показать? Видно, да? Вот, оно устанавливается в свечное отверстие, и по нему будем ставить оба цилиндра. Вот, сейчас поставлю на стойку камеру, и более подробно на одном из цилиндров я вам покажу, как выставлять. Да, не сказал. Смотрите, вот у меня тестер подключен. Здесь на пищалке он стоит.
Суть в чем? Вот я прислоняю, он у нас пищит, да? И получается, что один провод мы подключаем на контакт, а второй просто на массу. Так, ставим индикатор. Чтобы нам было видно. Так. Далее ставим контакты так, чтобы у нас был диапазон регулировки. То есть отпускаем винты и всю площадку выставляем примерно в середину. Зажимаем. Далее верхний кулачок, это у нас правый цилиндр. Берем ключик на 11 и начинаем искать по индикатору. Вот у нас поршень идет вверх, 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 идет. Оп, остановился. Вот, это ВМТ. Можно выставить на 0. Вот. Выставили на 0. Далее от этой точки, вот пробуем дальше, видите, он вниз уходит. От этой точки, это максимальный у нас, нам нужно поставить 2,2, 2,6. Но так как бензин мы будем использовать 92, нам нужно пораньше ставить зажигание, потому что это из расчета не ниже 80. 2,2, 2,6. То есть поставим 2,5 на 2 цилиндра. Итак, поехали. 1, 2, 2,5. Вот. Далее нам нужно включаем тестер и начинаем разводить вот этот верхний кулачок, чтобы у нас появился писк. То есть вот. Это контакт замкнулся. Теперь делаем так, чтобы только-только он начинал пропадать писк. Это значит контакты в момент разведения. Вот. Ловим этот момент. Вот. Здесь. Ну, насколько точно сможете. Вот. Затягиваем. Видите, у нас тут чуть я нарушаю, уже затягиваем. Все, проверяем. Вот у нас десятка, 2, 3. В другую сторону. Все четко. Вот. 2,5. То есть тут уже в пределах погрешности точно уже не получится выставить точнее это. Так, ну вот установил я левый цилиндр. Давайте посмотрим. Ищем ВМТ. Вот верхняя мертвая точка на нуле. Обратно поехали. Раз, два. Вот. Получается 2,5 минус 5 соток. 2,45. 2,45 у нас левый цилиндр. Сейчас переключусь на правый. Так, правый цилиндр. Ищем ВМТ. Поехали. Так, вот у нас ВМТ. Так, назад поехали. Раз, два. Тестер включить.
Вот. Срабатывает искра. Получается сотка в сотку я попал. Левый и правый цилиндр. Ну вот, зарычал мотор спустя 2 года. На этом все, друзья. Всего доброго.